Скажу сразу, Сестриер – прекрасное место для лыж и сноуборда. Итак, поехали. Зона катания называется Млечный Путь. Виа Латтеа по-итальянски, Milky Way по-английски. 106 подъемников доставят к трассам общей протяженностью в 390 километров, 120 из которых в теории оборудованы снежными пушками. Эх, если бы все они еще и работали. По размеру, думаю, это вторая зона в Италии после Селларонды с окрестностями. Перепад высот 1,5 километра. Круто. По этому критерию, похоже, тоже вторая в Италии после итало-швейцарской Червини и Цермата. Добираться надо однозначно из Турина, по отличной дороге, без сумасшедших серпантинов, всего 115 километров. Ходят автобусы, но не очень удобно. Множество компаний организует трансфер за розданные деньги. Нам обошлось где-то по 70 с небольшим евро за дорогу туда-обратно. Группа была из 7 человек. Проживание. Жили в самом Сестриере, вот здесь. Как обычно, в апартаментах со всеми удобствами. Заплатили за 8 ночей 368 евро за двоих. В теории номер четырехместный, но очень небольшой. Однако для двоих в самый раз. Любопытно, что в городе необычайно много апартаментов, которые просто не сдаются. Так и стоят с закрытыми ставнями. И ждут, когда хозяева придут покататься. Как примерно дача под Москвой. Похоже, что Сестриер – это такая домашняя горка для жителей Турина, которые приезжают покататься на выходные. Здесь очень много спортсменов. Множество школ для детей и взрослых. Пару раз видели даже тренировки итальянских альпийских стрелков. Народа довольно много. Однако городок не тусовочный и довольно тихий. Весь Млечный Путь делится на 5 частей, 4 из которых итальянские. Простите мое произношение. Сестриер, Сос-Дуль, Сан-Сикарио, Клавьер и французскую часть Монженевр. Любой обзор, по сути, субъективен и отражает предпочтения автора. Немного о себе. Уровень катания средний, может чуть повыше. Могу без проблем съехать с любой трассы, но предпочитаю комфортные. Для меня это широкие и довольно крутые, хорошо подготовленные или, опять же, широкие средней крутизны трассы, на которых можно хорошо разогнаться. Люблю также ездить по целине. Как-то так. Первый раз встал на доску в возрасте 49 лет. Это был 2003 год. Следующей зимой впервые поехал кататься в Альпы. И так ежегодно. Начинал с Австрии, но постепенно переместился на спуски Италии, особенно Франции. Очень и очень нравится. Выбираю зону и организую логистику и жилье в основном самостоятельно. Много чего видел, узнал, полюбил. И что обидно, ни с кем этим не делюсь. Плохо. И вот на прошлой неделе вернулся из Сестриера, а это, забегая вперед, одна из лучших зон в итальянских и отчасти французских Южных Альпах. И решил записать и выложить обзор курорта в виде своих мыслей и наблюдений. Итак, начнем с Сестриеры. Это место для спортсменов. Недаром именно здесь ежегодно проходят Кубки мира и тренируются выдающиеся мастера и чемпионы. В феврале было много солнца и много льда. Каждый день дул ветер. Здесь 19 подъемников, не новые, иногда медленные, но в целом все нормально. При ветре большинство из верхних закрывают. Однажды при особо сильном ветре целый день из 19 подъемников работали только 4. 17, 23, 30 и 14 кабина. Много трасс оборудовано пушками, но при нас ни одна не работала. Условно зону можно разделить на верхнюю жесткую, лысую и ветреную с ледяными красными и черными спусками и нижнюю, гораздо лучше защищенную от ветра. Любопытно, что в нашу погоду верхние голубые трассы представляли из себя ледяной лоток с поворотами под 180 градусов. При этом черные трассы оказались неожиданно комфортнее многих красных. Нижняя голубая третья – отличное место для раскатки по приезду. Затем можно перейти на комфортный спуск по первой, в меру круто, широко, разнообразно. Через туннель можно выйти на несложную третью БИС и доехать к нижнему узлу с подъемниками 17, 18, 19, 22 и 23. Если работает 18 подъемник, то можно неплохо покататься по 9 БИС, 10 черной КН Басса. Самая длинная трасса
Паттенмуче, на мой взгляд, довольно проста. Что хорошо, на ней было очень мало народа. Спуски с 19-го подъемника не понравились. Черные и красные с чистым льдом. Сплошное стекло и сильный ветер. Даже выезд в самом низу, на голубую 32-ю, лед. В общем, если у вас проблемы с карвингом, в Сестриере будет непросто. Либо лучше сразу поезжайте в соседнюю зону или возьмите инструктора. Здесь одни из лучших. К слову, в этой зоне самое большое количество народа и множество детских, спортивных и обычных школ по лыжам и доскам. Как вариант, можно с самого утра поехать в другую зону. Там попроще будет. Переход в соседние зоны единственный. Это кабинки 32, что отлично сидячие. Прибывает на высоту 2701 метр. Отсюда можно попасть либо в Соус-Дуль или в Сан-Сикарио. К слову, обе зоны исключительно хороши. Пожалуй, начнем с Сан-Сикарио. Удивительно, но здесь гораздо меньше ветра, более мягкий снег. Всего 7 подъемников, из которых 2 параллельных длиннючих бугеля и 1 ленточный транспортер. То есть реальных кресельников всего 4. При этом сама зона отличная, с олимпийской трассой, на которой работали все снежные пушки, так что кататься было просто великолепно. Олимпийская, пожалуй, лучшая трасса Сан-Сикарио. И, безусловно, одна из лучших всей большой зоны Млечный Путь. Да и остальные трассы тоже хороши. В основном это красные, живописные, комфортные, есть парочка черных и парочка голубых. Про голубые ничего не скажу, а черные, как и красные, тоже весьма и весьма комфортные и совсем не сложные. В Сан-Сикарио катается существенно меньше народа, чем в самом Сестриере. Спуски освещены солнцем и видно каждый бугорок. Много леса, и виды, как и все остальное, просто восхитительные. Замечательное место. Из минусов, чтобы вернуться к переходной точке на высоте 2701 метр, надо преодолеть длинный подъем на бугеле. Да еще и неравномерный тягун, а с перепадами высот. Для лыж может быть и ничего, а для доски не здорово, когда у тебя одна нога отстегнута, а едешь по льду, иногда вниз. Хотя вернуться можно и по-другому. От верхней точки подъемника 36 пройти пешком метров 40 с 10-метровым набором высоты и перевалить в долину Сестриера, где и спуститься по трассе 82 до промежуточной станции кабинок 32 и далее либо в Сестриер, либо снова на перевал в кабинке. Цены на скипасы в таблице. Кстати, в отличие от Франции, скидки для пенсионеров доступны лишь при достижении 75 лет. Однако, наш скипас на 6 дней стоил 202 евро и включал все дни и все подзоны в итальянской части Млечного Пути. И как бонус 1 день в Монженевр. Цена разумная. Едем дальше. Клавьер. Переход из Сан-Сикарио в Клавьер тоже единственный. Длинный и долгий. От самой нижней точки Сан-Сикарио следует перейти и далее проехать на кабинках 39. Затем пересесть на двухкресельник 40 и еще раз пересесть на четырехкресельник 41. Причем возвращаться надо тоже на этих же самых подъемниках, так как по нарисованной схеме голубой 90 Басса просто никто не ездит. Что-то там не так. Любопытно, но на обратной поездке по 41-му подъемнику требуют снимать лыжи и доски и держать во время спуска в руках. Такое за все годы катания видел впервые. После 41-го подъемника надо пересесть уже на 42-й подъемник, и только после этого, 4-го подряд подъема, можно начинать кататься в зоне. Сама зона небольшая, всего 8 подъемников, но снова приятная и комфортная, с красивыми видами. Из 8 подъемников 2 переходных и 1 ленточный транспортер. Трассы красные и голубые, широкие, хорошо обработанные. Зона расположена с двух сторон, от перевальной точки 22-93 метра. Людей очень мало, школ вообще не видели. Катайся в свое удовольствие. Из Клавьера опять единственный переход в Монженевр по четырехкресельнику 48. Зато обратно вернуться в Клавьер можно двумя способами. Либо снова спустившись по трассам от верхней части подъемника 48 до подъемника 46, или же через верхнюю часть Монтежевр от точки 2560 метров по спуску 100. Монженевр понравился, подъемники здесь более новые, чисто, спуски отлично обработаны, живописны. Всего в зоне 23 подъемника и 65 километров трасс на любой вкус и выбор, из которых 7 зеленых, 16 синих, 8 черных, 14 красных. Перепад высот превышает 700 метров. Черные трассы скорее похожи на красные, как, впрочем, почти везде.
на Млечном Пути. На мой взгляд, зона почти идеальна для начального и среднего уровня катания. Что напрягает, это время. Добираться и туда, и обратно долго. Да еще на большинстве переходных подъемниках работают громкоговорители, которые радостно вещают, что переходы в Сестриер могут быть закрыты. И вам, ребята, надо двигать обратно так быстро, как сможете. При таком агрессивном психологическом давлении как-то не тянет оставаться в Монженевре надолго. Добрались, 2-4 спуска, и пора двигать назад. На самом деле, последний подъемник 36, необходимый для перехода, в Сестриер прекращает работу в 16:15. Так что, если уверены в себе, можно немного и продлить удовольствие. Ну а на сладкое оставил сос де уль или соус де улькс. Как правильно, не знаю. Лично мне эта зона понравилась больше всех остальных на Млечном Пути. Одна проблема – попасть можно только по черным трассам. Любопытно, что есть и голубая, но ее нет на выдаваемых со скипасом картах. А вот на схемах у подъемника и на самом деле она есть. Но лучше бы ее вообще не было. Начинается вроде нормально, но потом чистый лед, узкий лоток, справа скала, слева обрыв, и трасса посыпана прямо мелкой гранитной крошкой, как на улицах в Хельсинки. Камешки сыпятся со скал справа, похоже, постоянно. Кошмар. Как ни старался, получил 2 здоровенные борозды на любимой доске. Так что лучше съезжать сюда по одной из черных. Левая, именная кола, настоящая черная. Очень круто и чистейший лед под ногами. На обратной дороге с подъемника было видно, что много людей просто падают. А вот альтернативный маршрут, сперва по красной 81-й, а затем по 25-й черной, более прост и в целом комфортен. Рекомендую. Далее следует съехать к подъемнику 11, подняться до точки на высоте 2424 метра и выпочить там, где надо. Опять же, следует отметить, что карта здесь врет. 12-й спуск нарисован прямо от верхней точки, но он начинается на самом деле как ответвление спуска 11. Короче, надо идти к спуску 11, и вы попадете в потрясающее место. И если вы сумели сюда добраться, то можно и нужно насладиться катанием. Прекрасные, в основном красные трассы, в меру широкие, с приличным уклоном. Длинные, средние, короткие, по открытой местности и по лесу. В общем, на любой вкус. С верхней точки можно съехать либо по 12 до конца, либо перейти с 12 по 11 и затем перейти на Гран-Писта, что означает большой спуск. Народа мало, трассы без ветра, отлично обработаны, без всяких там бугров. Лес. В левой части зоны, если смотреть на карту, множество не менее приятных и замечательно подготовленных красных трасс. Симпатичные бары и ресторанчики, небольшие уютные отели, типа Step-In, Step-Out. Это когда одеваешься, снимаешь лыжи прямо у двери отеля. Получили массу удовольствия от катания. Всего здесь 13 подъемников, перепад высот более 1000 метров. Замечательно. Если обзор понравился или наоборот не понравился, то пишите в комментариях. Обязательно отвечу. Точите канты.